Я не хочу ничего делать сам. Царь-то без одежды? Ах, тебе не интересно, да? Правда? Ага. Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я буду рассказывать вам сказку. Но эта сказка основана на советском мультфильме. Этот мультфильм называется «Вовка в тридевятом царстве». Надеюсь, вам понравится эта история. И если да, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, начинается наша история. Как я сказал, история называется «Вовка в тридевятом царстве». История начинается с того, что этот мальчик по имени Вова или Вовка, то есть полное имя Владимир, он читал книгу. И это книга о русских сказках. Да, как вы видите, здесь написано «сказки». Вот, он читал эту книгу, ему было очень интересно. И после этого он подошел к библиотекарше. Библиотекарша — это вот эта женщина, которая работает в библиотеке. И он спрашивает ее, а есть ли другие книги, которые он может почитать? Ему очень понравилась эта книга о русских сказках. Она говорит, ну что же, давайте посмотрим. Да, вот он говорит, хорошая, интересная книга. Она говорит, смотри, у меня есть хорошая книга, называется «Сделай сам». То есть это книга, которая учит детей делать что-то самим, да, своими руками. Вот. И она говорит, очень хорошая книга, почему бы тебе не почитать эту книгу? Но он говорит, ой, сам, я не хочу ничего делать сам, да. Он показывает ей эту книгу, сказки, и говорит, смотрите, я хочу, чтобы моя жизнь была как в этой сказке. И что мы видим? В этой сказке, в этой книге, мы видим, что есть царь, и ему приносят много еды. Вот. И он говорит, я хочу быть как этот царь. Буду делать, и точнее он говорит, все, что надо делать, это ничего не делать. И ему очень нравится такая идея, он хочет так жить. Тогда учительница говорит, ну что же, у меня есть идея, как я могу тебе помочь. Она открывает эту книгу, «Сделай сам», и смотрит что-то. Вот. Она говорит, встань у стены, да, это стена. Он встал у стены, и нужно, чтобы она видела его силуэт, да, здесь его тень, силуэт. И после этого она взяла карандаш, и она обвела его силуэт, вот. И когда она обвела, то получился второй маленький Ваня. Вова. Второй маленький Вова. Она взяла этого Вову, и он как живой, понимаете? Вот. Она его взяла на руку, и она говорит ему, смотри, может быть, ты сам не можешь жить в этой сказке, но твой маленький друг, которого я нарисовала, он может жить в этой сказке. И он такой, здорово, хорошо. И маленький Вова, он идет в эту сказку. Она поставила его перед книгой, он подошел к книге, он надел эту одежду, да, надел, видите, сапоги, у него есть сапоги, у него есть вот этот кафтан и шапка. Вот, вся эта одежда сейчас на нем, но, как сказать, ему не нравится эта шапка, поэтому он ее оставил и пошел без шапки.
И вот открылись эти ворота в сказку, и он заходит в книгу. Когда он зашел в книгу, он увидел царство, но там никого не было. Был трон царя, да, мы видим здесь трон, вот этот трон. Видим одежду царя, его кафтан, его сапоги, но нет царя. Он думает, где царь? Что случилось? Да? Вот. После этого он подошел поближе, думает, странно, куда пропал царь? Вот. И потом он видит, что царь-то без одежды красит забор, да? Мы видим здесь, что царь, он красит, да, красит. И это забор, да, это вот то, что мы здесь видим, это забор. Вот. То есть он красит этот забор синей краской. Вот, у него есть здесь щетка, да, такая большая, у него есть корона, и он без его хорошей одежды просто красит забор синей краской. И когда Ваня это увидел, очень удивился. Да, почему царь красит забор? Он подошел к нему и оттянул его штаны, и потом отпустил. Вот так. И сказал, царь, царь, ты меня слышишь? Вот так сделал. Царь, когда это почувствовал, он, что происходит? Кто здесь? Он испугался и быстро-быстро побежал. Так, скворечник. Это из другой истории. Да, царь быстро-быстро побежал назад к его трону. Он быстро надел его кафтан, но забыл надеть сапоги. Да, он забыл надеть его сапоги и забыл взять его скипетр. Он использует его малярную щетку. Вот. Да, и потом он такой, ой, где мой скипетр? Где моя держава? Ну и вот, он быстренько надел сапоги, взял скипетр, взял державу, да, мы называем вот эти вещи, это скипетр, это держава. Вот, и он такой сидит важный, я царь, кто хочет говорить со мной? Вот. Да, после этого к нему подошел Ваня и говорит, царь, а ты чё забор красишь? Ты же ведь царь, ты должен только делать, что ничего не делать. И он говорит, ой, это ты, Вова, я думал, что это кто-то решил сказку почитать. Вот ты знаешь, он говорит, так скучно, когда ты сидишь и ничего не делаешь, так скучно. Вот так ему скучно. Вот. Но он говорит, ну, лучше, ты знаешь, когда ты делаешь что-то, ты работаешь, ты чувствуешь себя лучше. Да. Вова сел потом на трон царя, да, и говорит, ах, царь, ничего ты не понимаешь в царских делах. Вот если б я был царем, я бы правда ничего не делал. Я бы ел мороженое, я бы ел пирожное. Вот, он очень хотел быть царем, чтобы ничего не делать, да, вот. И надел корону, говорит, вот, я был бы отличный царь. Царь его слушает и думает, значит, ты знаешь, ты знаешь, как быть хорошим царем, да? Да, знаю. Он подходит к нему, говорит, ну вот место ты мне дай мое, где я должен сидеть. Уступи мне место, да, уступи. Он говорит, да, вот, пожалуйста, ваш трон. Он сел на трон, и корону мою дай. Вот, он дал ему корону. И после этого он думает, ну что, ты хочешь мороженое? Ты хочешь ничего не делать, есть только мороженое и пирожное? Он такой, да. Ну ничего, берет его корону, берет его скипетр, тинь-тинь-тинь. Он позвал его стражу.
Да, и стражники — это стражники. Они быстро пришли такие: что царь хочет? Вот, у них есть их стражеская одежда, а также у них есть алебарда. У них есть 2 алебарды. Он говорит: вот этот маленький, видите, да? Отрубите ему голову, да? Отрубить ему голову. И тогда, да, отрубите голову, говорит. Это можно, говорят они. И тогда, конечно, этот Вова испугался. Почему, царь, за что? Он говорит: ты тунеядец. Вот такое слово было, я даже его напишу. Тунеядец. Вот, я думаю, правильно, да. Да, тунеядец — это человек, который ничего не делает, не работает. Вот. Поэтому такого человека мы называем тунеядец. Вот. Он говорит: ты тунеядец, а тунеядцам быть плохо, поэтому отрубить голову. Вова сразу испугался и побежал из этой сказки. Вот. Он убегает с этой страницы, видите, да? То есть он в книге, помним, да? Он убегает из этой страницы, и он бежит на другие страницы. Вот. И пока он бежит на другие страницы, то эти стражники не могут уйти из этой сказки, не могут уйти из этой страницы. Ну и вот, он убегает, и сейчас оказывается в сказке про золотую рыбку, да, рыбак и рыбка. Вы знаете эту сказку. Вот, помним, да, эту сказку про старуху, про корыто, вот. Потом мы видим, как эта старуха стала уже дворянкой, потом, как она стала царицей, вот. И потом она снова стала старухой. Вот. И в этом моменте он оказался. Значит, он оказался в этом моменте, и он читает то, что написано. Да? Написано: «На пороге сидит старуха, а перед ней разбитое корыто». Он такой: о, я умею читать. Вот. Подходит он к этой старухе и говорит: здравствуйте, меня зовут Вова. Он пожал ей руку, она тоже ему. Вот. Она говорит: внучок, ты можешь пойти к рыбке и попросить мне новое корыто, а то мое корыто уже разбито. И он говорит: бабка, ты снова хочешь за свое? Сначала тебе корыто, потом тебе новую стиральную машину, потом тебе новую квартиру. Она говорит: только корыто, пожалуйста, помоги мне. Вот. Он такой: ох, ну что ж, ну хорошо, я поговорю с рыбкой. Идет он к морю, да, и зовет: рыбка, рыбка золотая, иди сюда. Вот. И потом рыбка приходит, и она думает, что это дедушка, и она: ты кто такой? Вот. И он говорит: хе-хе-хе, привет, рыбка. Ну, значит, нам нужна новая корытка для бабки, а мне давай пирожное, мороженое. Вот. Рыбка такая: что? Почему я должна тебе помогать? Ты меня не поймал, а я должна тебе что-то давать? Фи! Она это сказала, махнула хвостиком, и на этого мальчика, на него полетела большая волна, да, это мы говорим волна, вот, она поплыла, полетела на него, и волна его взяла, вот так, и волна его выбросила из этой сказки. Так он попал в другую сказку, вот. И тут написано: в некотором царстве, в некотором государстве жила-была Василиса Прекрасная. Да. И тут мы видим разные березки, да, это береза. Это березки, растения, деревья. И вот тут 3 березки, они стоят, и они потом бум, и превращаются в 3 маленьких принцесс, да, княжен. И одна блондинка с голубыми глазами, другая шатенка с карими глазами, и третья брюнетка с черными глазами. Вот. И все они красивые, все они княжны. Вот. Они танцуют,
первая хоба такая сделала, рукой махнула, и появился маленький дворец, да, дворец. Вот. Вторая махнула рукой, и появилось маленькое озеро перед дворцом. А третья начала танцевать, начала крутиться, поднялась в небо и стала брать от солнца нити. Да? Мы называем это нитка, нить. И из этой нити она начала делать такую скатерть, на которой мы видим изображены разные там фрукты, самовар. Вот. И потом эта скатерть упала на землю, и то, что нарисовано на скатерти, превратилось в реальное. Хоба! Вот так. Самовар, чайник и тоже здесь какие-то бублики. Я думаю, это бублики. Вот. И он такой: ух ты, ничего себе! Ну какие вы молодцы! И замок сделали, дворец, и озеро с лебедями, и даже накрыли на стол, да, с этой скатертью, самобранкой. А они такие: да. Он такой: кто вы? Они говорят: мы Василисы прекрасные. Да, Василисы прекрасные. Он такой: а вот вы можете меня тоже научить, чтобы делать красивые вещи? Мне бы так тоже очень хотелось. Они такие подумали, поговорили друг с другом и говорят: хорошо, мы тебя научим. Сделали вот так, и появилась парта. Да? Это парта, мы называем как в школе, да, у детей. Появилась парта, он такой: хо, что такое? Появилась парта, и они начали его учить. Первая учит его про дворец, вторая учит его про вот озеро, как делать, да, и мы видим, что здесь все очень такое научное. Видите, H2O, труба А, труба Б, это как бассейн, вот, то есть это как в школе, да, получается у нас, а это чайная самобранка, вот. И он такой: ёшкин кот, они же меня как в школе учат. Вот. Первая говорит: давай дворец типовой, нужно делать так, нужно рассчитать его высоту, нужно рассчитать каждую деталь, чтобы было все вот правильно, как геометрия, да? Архитектура. А вторая такая говорит: вот, чтобы сделать это, нужно, чтобы труба попадала сюда, это сюда труба заходила. То есть они просто начинают его учить, как в школе. Он такой вперед и стукнет по парте: не хочу я учиться, меня в школе всему учат, и даже в сказки будут учить. Нет, мне это не интересно, говорит он. Вот, и потом это говорит: ах, тебе не интересно, да? Но, может быть, тебе надо пойти в 39-е царство, и там ты будешь, там все будут делать за тебя. И он такой: правда? 39-е царство. Звучит хорошо, да, давайте. Вот. После этого они сделали ему скатерть, как дорогу, да, и сказали: скатертью дорожка. Вот. И после этого он попрощался с ними и пошел в 39-е царство. Когда он пришел в 39-е царство, видите, тут написано 39-е царство. Тут был ларец или сундук. Мы говорим это, можно сказать, ларец. Да, ларец или сундук. Вот. Да, ларец или сундук. И он говорит: ну, кто вы тут? Будете делать все за меня. Вот. И появилось сразу из этого ларца два одинаковых лица. Что желаешь, все сделаем. Он такой: правда, за меня все будете делать? Они: ага. Он такой: ну хорошо. Во-первых, я хочу мороженое. Во-вторых, то есть и потом они начали за него все делать, даже пальцы загибают за него, да? Он такой: во-вторых, хочу пирожное. В-третьих, конфеты. Ну, и они такие: все, мы поняли, сейчас все будет. Вот. После этого они посадили его на пень, один сел за ним,
а другой начал из сундука доставать все эти вкусные сладости, доставать тортики, эти кренделя, какие-то прецелы, вот, мороженое, конфеты, петушки, много разных вещей. И он открыл рот, чтобы все это кушать, но все эти конфеты, все эти вкусные сладости не шли ему в рот, а шли над ним, над его головой. Да, а почему? А потому что они сказали, что они все будут делать за него. Они дают ему конфеты, и они едят эти конфеты. И вот один дает конфеты, другой ест конфеты. И он такой смотрит: а что такое? Вы что, за меня есть будете? Они такие: ага. Ну, я так не хочу. Вот. И он говорит: уходите обратно в ларец. Вот. В общем, ему не нравилась такая вещь. И он сейчас такой: ой-ой-ой, я такой голодный, что же делать? После этого он видит, стоит печка. Печка такая: ну, здравствуй, что же ты голодный? Может, пирожки испечешь? Он такой: да, пирожки. Ну вот тебе дрова, накали дрова, а вот тебе тесто. Так, у нас, смотрите, важная вещь. Это дрова, да, березовые дрова, а здесь это как ведро, да, а внутри тут есть тесто. Тесто – это то, из чего мы делаем пирожки, мы делаем хлеб, разные вещи. Это как мука, вода, все перемешаем, и получается такое липкое тесто. Вы увидите. Он говорит: вот, давай, руби дрова и меси тесто. Месить тесто значит это делать вот так. Да, месить тесто. Он говорит: о, это я легко. Сейчас, давайте, двое из ларца, месите и калите. Они такие: хоп, все, поняли, будем месить, будем колоть. Да, колоть и месить. И они начинают. Первый берет и начинает месить дрова. Месить дрова. А второй начинает колоть тесто. Он такой: вы что, дураки совсем? Кто ж так делает? Надо наоборот. Наоборот, да? Вот. Они такие: наоборот, понятно. Вот. И они берут и меняются. То есть один, который колол тесто, идет сюда, да, а другой, который месил дрова, идет сюда. Вот. Они поменялись. Он говорит: наоборот. Хорошо, наоборот. Вот. И после этого что они делают? Они делают то же самое. Один месит дрова, а другой колет тесто. Вот. Он такой: вы что, издеваетесь надо мной? Да, издеваетесь. Хорошее слово. Издеваться. Да, издеваться. Вот. Вы что, издеваетесь надо мной? А ну, обратно идите в ларец. Вот, все, они ушли в ларец, говорит: туда, быстро! Они: ну, хорошо. Вот, ушли в ларец, и он говорит: ну что ж, я сам все сделаю. И начинает колоть дрова, но у него плохо получается колоть дрова. Он такой: так, не получается. Он говорит: ой, ну ладно, и так сойдет. Не колол дрова, просто засунул все дрова в печку, ей в рот. Потом говорит: ну, сейчас я замесю тесто. А тесто, оно липкое. Он такой: ой, что оно такое липкое? Оно прилипает к нему. Ой, как его месить? Он такой: ну и ладно, и так сойдет. Хорошая фраза. И так сойдет. Сойдет. Это очень важная фраза, потому что это показывает наш русский менталитет. И так сойдет. Он запихал туда, поджег эти дрова, и печка начинает пыхтеть, так. Потом она чихает, и это, как сказать, ведро
где было тесто, оно падает сюда. И мы видим что-то черные какие-то, как угольки, не пирожки. И он такой говорит: ой, а что это такое? Вот, и она говорит: это твои пирожки. Да, так. Вот, что испек, ты сам и ешь. Он такой говорит: нет, спасибо, я не голодный. Вот. И другие эти два из ларца одинаковые с лица, они смеются над ним, и он такой: а что это вы надо мной смеетесь? Потому что у меня ничего не получается, как у вас? И они такие: ага. Он такой: ну вот, если бы у меня были инструменты, я бы все смог. И они: пожалуйста, дают ему инструменты, и он берет топор, да, у него в правой руке топор, в левой руке пила, и он начинает что делать? Начинает делать корыто, да, потому что он же хотел сделать корыто для бабки. И он начинает колоть это бревно дровами, вот, он уже там много выстрогал, много сделал, и в конце концов у него получилось хорошее корыто. И он говорит: вот тебе, бабушка. Ой, спасибо, сынок, как новое, как хорошо, а можешь ты мне новый дом сделать? Да, и он такой: ну, новый дом, не знаю, но посмотрим. У меня есть книжка. Он достал его книжку, и это книжка, которая называется «Сделай сам». Вот, и по этой книжке он, как говорится, начал показывать, что они могут сделать, и так заканчивается эта история. Это все на сегодня, друзья. Спасибо большое, что смотрели мое видео. Скажите, что вам понравилось в этой истории? Хотите ли вы видеть больше таких видео? Пишите об этом в комментариях. А также отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно моим суперпатронам, таким как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Холли, Андрея, Майкл, Брюс Ли, Веро. Благодарю вас. Всем хорошего дня, до скорого и пока-пока.